потрібно. Робегей! Хе-хе-хе! Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Выживаем на ферме». Как вы уже поняли, я запортачила звук на первой части видео, но я вам сейчас все расскажу. Так вот, в первой части видео я сказала, что наша семейка хорошенечко уже подкопила денег, плюс уже прошел, по сути, год, ну такой симошный год после того, как они поселились, поэтому пора Бенедикту-младшему все-таки становиться подростком. Он хоть и младший в семье, но все-таки уже должен стать подростком, но в этом случае Хлоя немножечко раньше станет взрослой, чем он. Вот. Мы отпраздновали красивый день рождения, мы испекли шоколадный торт, потому что это единственное, что мы могли испечь из тех продуктов, которые у нас есть. Вот. Я также показала корову, которую я обязалась показать еще в прошлом видео, но не вошло сюда. Но у нее там смешной свитерок и шапочка была, но может потом покажу все-таки, когда будет зима. И я опять одену корову, смешно. Но вообще посмотрим, на самом деле. До следующей зимы еще столько времени. А я уже записала следующую серию, и там много чего интересного, и такие перемены ждут моих персонажей. Но в этом видео тоже большие перемены. Как вы уже можете наблюдать на экране, у нас make-up over, ну, короче, все мы меняем, вообще и внешность меняем, и меняем наш дом, перестраиваем, потому что пора. А еще я, когда буду сейчас перестраивать дом, вы заметите, я забыла удалить крышу у туалета, и это очень смешно. Она там такая просто висит в воздухе, осталась. Я этого не заметила, причем я сейчас снимала серию и тоже этого не заметила. Ну да ладно. Возвращаясь к нашим персонажам. Так вот, я решила, что уже пора, год прошел. Бенедикт, конечно, у нас немножко поменялась, да и Хлоя с Бенедиктом-младшим тоже немного поменялись, но пора их менять гораздо сильнее. То есть они уже более-менее адаптировались, но, вы знаете, Бенедикт-младший начинает вырисовываться в такого товарища, который вряд ли останется с нами. То есть все идет к тому, что он от нас в какой-то момент съедет, скажет о том, что да надоела мне ваша ферма, вообще не хочу, мне тут все не нравится. Он, в принципе, у нас не помогает в огороде, да и Хлоя тоже не особенно. Вот, в общем, скорее всего, в какой-то момент он от нас съедет. Не знаю, станет ли он уже в этот момент взрослым или уже подростком, может быть, он типа в колледж уедет, какой-нибудь творческий, потому что он у нас очень яркая творческая личность, и, конечно же, в этом городке ему ловить нечего, потому что здесь у него перспектив, к сожалению, нету. Вот. А Бенедикт уже совсем ассимилировался здесь, совсем уже стал таким сельским жителем, то есть я уже совсем его превратила в такого товарища, который слился с местными. Вполне себе. А Хлоя еще балансирует. То есть она вроде как уже деревенская, но еще красиво, стильно деревенская такая. Вот. В ней еще что-то такое осталось, но со временем и она на самом деле изменится. Я думаю, когда она станет взрослой, как раз-таки произойдут эти изменения, хотя ей уготовила очень сложную судьбу, но это опять-таки будет потом. А пока что я их меняю, они меняются. Вы их увидите в новом амплуа. Но мы еще и поменяем дом. Я увеличу его в 2 раза. Получается, я просто скопирую первый этаж и перенесу наверх. Вот. Еще, кстати, так интересно, что когда ты строишь, ты как-то, ну, определенным образом, ну, как бы думаешь, видишь какие-то вещи или не видишь какие-то вещи. Вот. И считаешь, что вот нельзя поступить иначе. А потом, когда видишь запись той же постройки, понимаешь, что, блин, можно было бы вот так построить, и вот так, и есть вот этот вариант, и вот этот. В общем, вы поймете, где там на 2 этаже я поняла, где я лоханулась, где я неправильно сделала, но я потом переделаю. Хотя следующая серия записана с тем же странным планированием. Вот, в общем, наслаждайтесь переделкой. Последний кусочек у меня записан нормально. Надеюсь, вам было интересно наблюдать за персонажами. И основной геймплей будет уже в следующей серии через пару дней.
что ж, вот такая вот интересная компашка у нас получилась. Как я и говорила, наш парень, который сейчас вырос, Бенедикт-младший, скорее всего, уйдет из этой семьи. Ну, в смысле того, что он не будет, наверное, продолжать жизнь на ферме. Потому что как-то вот так задалось, что он весь такой яркий, прикольный. Думаю, может, он будет диджеем или, не знаю, каким-нибудь творцом-дельцом. Но, скорее всего, в общем, он с нами не останется. Ну, в принципе, ничего плохого. Как бы мы его не теряем, просто он, скорее всего, съедет, когда повзрослеет. А папашка у нас теперь в такой вот жилеточке. Смотрите, какой симпатичный. Он уже прям у нас житель. Я хотела сделать ему больше бороду, но что-то как-то мне не понравилось. Зато у него теперь и собранные волосы. Он типа просто не стрижется с того момента, как вот с ним это все приключилось, потому что раньше ему нужно было постоянно носить очень такую формальную стрижку, очень аккуратную. А теперь ему можно наконец отращивать, и вот он отращивает. Мне кажется, ему очень сильно идет все это дело. И наша Хлоя, которая наконец-то смыла свой боевой раскрас, она уже так легонечко оделась. А еще я не замечала никогда вот эти ботинки, они такие классные вообще. Когтики мы немножечко покороче сделали, но в целом, мне кажется, она такая очень стильная, но просто, как бы просто и стильно у нее получилось. Я причесочку поменяла, я хотела уже на вот эту косичку или колосок, который у нас пришел с новым дополнением, но ей как-то не подошло. Мне кажется, она еще не настолько сельский житель, и вот такая с косичкой, с такой косичкой, мне кажется, хорошо подходит. Перья мы убрали. Все-таки немножко это не место для перьев. И теперь наш новый дом. Вы посмотрите, какой он большой и красивый. Ой, у нас куда-то дверь уехала. Ладно, это исправим, ничего страшного. Ну, в общем, я просто скопировала и увеличила дом. Ну, в смысле, скопировала первый этаж и увеличила дом. Вот такой вот у нас красивенький. Вернула крышу на место. Все как бы на месте. Просто вот подрос он у нас, как грибочек. Ну, кстати, у него такой размер сейчас, что больше, я думаю, даже не надо его увеличивать, потому что, без необходимости. Давайте немножко пробежимся по нему, что у нас получилось. Итак, пока что вот у нас коридор вот так вот выглядит. Тут ничего нету, уже не хватило денег, откровенно. Но у нас лестница на второй этаж. Потом через арочку, давайте вот так, видите, красивенько. Через арочку мы проникаем в кухню-гостиную. И у нас даже есть телевизор. Он вот так вот странно расположен, но в целом мне понравилось. У нас здесь есть сервантик, он у нас перекочевал. В принципе, из прошлого я не так много что попродавала, ну там самые откровенные такие штуки. Оборванские. Вот, в основном я все оставила. Здесь у нас пока вообще штор нету. Плюс у нас вот столовая такая, вот с разномастными стульчиками, я их так и оставила. И кухонный уголок, тоже ничего не меняла, все старое осталось. Вот эта штука, камин я оставила, конечно же, надо было, наверное, его темненьким сделать. Ну ладно. Так, и пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас мы дойдем до ванной. Вот, в ванной у нас вот так. Ну, то есть я на самом деле продала душ, думала, что я куплю, но без душа, конечно, тяжеловато им будет, ну, в смысле, с ванной, потому что все-таки в ванне они дольше моются. Ну, ничего. Ой, у нас тут, видите, вместе с тем, что у нас есть. Так, давайте мы перейдем. Эх, нет, не получится. Нет, да, получится у меня перейти на второй этаж. Не получится. Так, я запуталась в текстурах. Так, поднимаемся на второй этаж. Поднимаемся. Поднялись. И вот здесь у нас такой странненький аппендикс. Это все из-за расположения этих окон. Я думала, здесь будет ванная, здесь небольшой коридор, но из этого окна, короче, не получается. Но как-то так. Но зато у нас есть еще одна ванная здесь. Будет, по крайней мере, когда у нас тут деньги будут. Вот. И 3 спальни. У нас 3 человека, 3 спальни. Когда наш Бенедикт съедет от нас, видите, как у него супер мебелированная комната. На самом деле у всех так. Вот. Возможно, это будет детская. Не знаю, посмотрим. Я вообще не знаю, как это все будет развиваться. Это все по ходу сюжета. Так, вот нашего Бенедикта старшего.
комната. Собственно говоря, это его старая кровать, просто я поменяла ему цвет. Тоже, как видите, пустоватенько, ну, как получилось. Вот. И у нас теперь отдельная комната для Хлои, которая, вот ее кроватка красивая, такая девчачья-девчачья. Ее вышивание. Все, собственно говоря, на этом все. Ну, как видите, планировка, в принципе, неплохая. Как бы мне кажется, что что-то сильно добавлять прям нету смысла. Вот. Так что получилось, мне кажется, очень даже круто. А вы как думаете? Как вы считаете, как у нас все получилось? Сейчас они пойдут осваивать свои новые. Ну, я подвину еще этот окно. Ой. В общем, так красиво у нас тут. Ой, ламу так мы и не помыли. Будем готовить нашу ламу, кстати ж. Будем кормить этим новым. Чем новым? Что мы там А что у нас? Шпинат просто так валяется, смотрите. Прикольно. И что это? Это, наверное, кролики вырвали или что? Птички, смотрите, как. Сколько много птичек. Ну, они ж эти. Так, ну хорошо. Какой-то странный розовый кролик, мне кажется. В общем, наша корова, наши курочки. У нас что-то курочек на самом деле маловато стало. Что-то они поумирали у нас. Ладно, будем восстанавливать популяцию. И только одно яйцо вот было инкубационное, ну, чтобы вылупился. И вернули, конечно же, наши эти поворозочки, веревочки. В общем, вот так вот у нас все получается, либо не получается, я не знаю. Но какие-то обновления это всегда круто, интересно. В следующей серии поиграем в новом домике, посмотрим, как вообще оно будет выглядеть все это дело. Мне очень сильно интересно. Я надеюсь, вам тоже. Так что, в общем, чтобы узнать, понятное дело, подписывайтесь, ставьте лайки. До следующих видео. Пока-пока.